Друзья, привет! Мой гость – это мой друг, товарищ Роберт, очень интересный человек. Роберт, давай расскажи немножко о себе. Я сейчас специалист, наверное, по бизнес-процессам. Кто автоматизирует и оптимизирует, наверное, бизнес-процессы в компании, создает новые и управляет текущими бизнес-процессами в компании, чтобы компания дальше развивалась и росла. Ну, звучит интересно, к этому вернемся ближе к концу ролика, а сейчас немножко исторической справки. Мы с тобой в прошлый раз, когда встречались, уже многое обсудили, то есть у нас какая-то подготовка была к интервью. Ты рассказывал, что ты закончил школу на отлично в Карабаше, это юго-восток Татарстана, нефтяной край. Я сам с этих мест и многое тоже как-нибудь расскажу об этом. Потом поступил в университет, учились мы с тобой вместе. Хорошо учился человек, легко ему все давалось, как я считаю. Но это из другой истории. Вот, и такой первый вопрос. Что бы ты посоветовал школьникам перед поступлением в университет? Ну, такой довольно-таки интересный, если честно, неожиданный, наверное, вопрос. Школьникам, наверное, смотря, опять же, какой класс, да, там, потому что... 11 класс. Ну, 11 класс, наверное, в наше время, я считаю, что к 11 классу уже будущий студент, наверное, уже должен понимать, чем он хочет в жизни заниматься. У нас в настоящее время, я, к сожалению, не знаю, как сейчас идет подготовка детей, потому что все трясутся перед всякими ЕГЭ, там какие-то еще экзамены сдают. Поэтому как бы вот как они сами понимают, чем бы они хотели заниматься, да, там снимать блоги какие-то, да, там, или ноготочки кому-то там пилить, да, там, или все-таки быть нефтяниками, инженерами, там, полететь в космос, да, там, стать президентом. Поэтому, конечно же, больше, наверное, хотелось бы, чтобы дети к этому моменту, школьники, они уже, как бы, занимались, наверное, теми делами, которые им больше всего в жизни нравятся. И, конечно же, хотелось бы, чтобы родители это поощряли. Если нравится человеку художественная гимнастика, да, допустим, ну, как бы, идите в этом направлении. Нравится петь, иди в это направление, да, там, но не перебивать, там, потому что зачастую у нас родители накладывают именно свое видение, куда ребенку надо идти, да, и двигаться, хотя это не его выбор. Поэтому, если есть возможность, ищите, как говорится, своих людей среди, может быть, бабушек, дедушек, дядь, теть, да, там, может быть, папа или, наоборот, мама, чтобы поощряли те направления, которые нравятся, и уже получали профессиональное образование именно в том направлении, которое нравится. То есть мы можем такое подытожить это твое высказывание тем, что совет родителям. Внимательно смотрите на умения своих детей, пытайтесь разглядеть именно то, что их действительно вдохновляет, им нравится и у них хорошо получается, а не то, что дает много денег. И вот я сам в свое время, например, хотел бы стать космонавтом, хотя бы пусть мой ребенок пойдет в космос, да, полетит в космос. Не такой подход. Следующий этап был у тебя университет, и скажи, вот чем ты занимался, кроме учебы, отличной учебы, как я еще раз повторю, чем ты еще дополнительно занимался, чтобы заработать каких-то денег? Ну, так получилось, что в самом начале второго курса у меня умер папа, вот, и поэтому как бы, а мама к тому моменту уже была пенсионером. Вот, несмотря на то, что ей дали возможность все-таки еще работать, да, там, ну, как бы на полставки, да, там, то есть, соответственно, я уже понимал, что, как бы, несмотря на то, что я учился на бюджете, да, там все равно нужны были деньги. Вот, поэтому, как бы, на тот момент я увлекался музыкой, диджейством, там, я даже на втором курсе выступал в конкурсе лучших молодых диджеев Казани. Доктор Клуб, я там был. Да, это... На твоем. Я видел, как он играл техно на пластинках настоящих. Да, это конкурс у нас назывался «Казан ТОП-16». На всю жизнь, как говорится, запомнил, да. И после этого мне предложили работу в ресторане, конечно же, не совсем диджеем, там больше звукооператором.
И вот со второго курса и по окончании вуза, то есть я на постоянной основе подрабатывал в ресторане «Пражский клуб», вкуснейшие пиццы, кто не знает. Вот, действительно, там очень была хорошая атмосфера, и плюс это было недалеко от работы. От работы, я говорю, недалеко от дома, поэтому... Было удобно. Было и удобно, и Совмещать. был довольно-таки неплохой заработок. Да, я помню. Посоветуешь ли ты им подрабатывать, если они не нуждаются в этих деньгах, например, для развития, например, или для Вообще, да. чтобы получить новую профессию, Я понял, направление? да. Вообще, как бы я считаю, что чем раньше ребенок начинает работать, да, подрабатывать, работать, да, там, дело же не в том, что ты физически что-то носишь, там, таскаешь, подметаешь, там, и так далее, да. Хотя я уже после 8 класса имел трудовую книжку с отметкой мой первый работодатель была Татнефть. Мы можем, наверное, говорить. ОАО «Татнефть», Татнефть, тогда да. еще ОАО, да, Да. «Татнефть», да, соответственно, даже вот мы по 1 месяцу после школы подрабатывали разнорабочими, то есть мы там подметали, красили, там что-то перетаскивали, да, там, то есть, но тем не менее мы уже понимали бизнес-процессы. Да, там, Крупные компании, да, причем. кто кому подчиняется, на основании каких документов выполняются какие-либо работы. То есть Да, вы уже, же понимали, уже что есть понимание. иерархия определенная. Конечно, да, в конечно. компании. Поэтому я считаю, что чем раньше человек начинает хоть в какой-то сфере работать, да, там, тем лучше для дальнейшего его продвижения как по карьерной лестнице, так и в случае успешного его реализации в качестве индивидуального предпринимателя. Поэтому я считаю, все-таки надо, не надо, как бы, да, там, но все, опять же, зависит от того, насколько лежит душа к этому. То есть кому-то деньги родители дают и говорят, не парься, никуда не ходи, вот тебе деньги и все. Соответственно, как бы... Для таких людей какой совет? Для таких детей? Ну, которых всё есть. здесь, понимаешь, тут все зависит от, наверное, силы воли и лени самого ребенка. И все зависит, наверное, от окружения, с кем он общается. Мне кажется, здесь даже можно дать совет именно родителям. Не надо лишний раз баловать. Даже если у вас есть большие деньги. Дело, ну, я больше скажу, что не баловать, а они больше переживают за своего ребенка, там, они не хотят, чтобы он никуда не ввязывался, там, не В какую-то работу да, там ввязываться, да, это там, дурацкое. по ночам никуда не ходил, потому что даже если я вспомню себя, то есть я с работы приходил там 1:30, 1:30, в 3 ночи, допустим, то есть и шел по безлюдной Казани пешком, как бы, то есть мало ли что ты могло... здесь. Да, мало ли что могло Свеж, произойти. цел, да, И тем бодр. более это был 2004 год, не самый спокойный. Да, это время такое, смутное еще время. Да, про это время сняли недавно сериал. Да. Слово пацана. Слово пацана, да. Поэтому, конечно же, это уже пост в то время, но в то время еще наблюдались все эти Эхо. разборки и вот эти вот все отморозков, их было очень много на самом деле. Отморозков я имею в виду людей, которые вообще без каких, ну там могут напиться и выйти вечером там и начать всякую фигню делать. Поэтому как бы здесь, поэтому, наверное, родители больше оберегают. Но опять же, все зависит от того, в какой, где находится, ну, с кем общается, наверное, ребенок, да, там, с кем общается вот этот студент, да, там, школьник. То есть, если он общается с ребятами, и где они, может быть, коллективно куда-то устроились на время каникул, или там подработка, да, там, или еще что-то, то есть, ну, мне кажется, никакой работы не надо бояться, и никакой работы не надо стыдиться, тем более. И самое главное, это понимать, что делает компания, как она зарабатывает, какие виды заработка есть, как устроен, как вообще вся компания, да, как устроены бизнес-процессы. То есть и это действительно в конечном итоге помогает уже даже и после вуза. И формирует понимание какое-то, обзорность конечно. у тебя растет, да, ты все уже начинаешь по-другому смотреть на все это. То есть интересно, ты затронул, что в 8 классе ты подрабатывал в Татнефти, и после университета ты снова попадаешь в родимую Татнефть, но в Москве. Давай расскажи немножко об этом. Ну смотри, когда я закончил университет, я поехал в Москву на заработки, несмотря на то, что как бы наша специальность, она подразумевала это либо север все-таки, либо
Татарстан. Либо да, Рязань. вот. Было распределение, помню. Вот, но мне все равно там тянуло туда, где больше денег варится, где больше красивых людей. Хорошее, я считаю, хорошее, да, Да, притяжение. и получается, что там, конечно же, я узнал, что там тоже есть подразделение Татнефти. В данном случае это была сеть АЗС, куда я пришел. То есть и там были все из родных краев родом. Соответственно, конечно же, мне очень хотелось именно там поработать. Тем более на тот момент для студента они предлагали мне из нескольких вариантов, которые я выбирал по работе, как бы они предлагали мне самую большую зарплату. Поэтому, естественно, у меня выбор пал на сеть АЗС, в итоге, где я поработал практически 8 лет. Да, но ты не просто там поработал. Ты на тот момент уже начал понимать, что хочешь что-то внести, что-то новое. И ты первый человек, который придумал и запустил программу для заправок сети АЗС Татнефть. Это после уже, я скажу просто, это после уже такие как Яндекс и другие компании эту идею, наверное, подхватили. Возможно, и у Роберта подсмотрели, кстати, почему нет. Я в этом даже, возможно, уверен. Да. Но ты первый был, кто придумал такое направление. И первый, кто запустил, первый, кто выпросил деньги на это у Татнефти. Расскажи немножко об этом. Но ситуация была какой? То есть, когда вышел iPhone, да, там у нас у всех постепенно начали появляться интересные смартфоны. Да, там не на базе Windows Phone, да, там тогда еще были КПК такие, как HP, да. КПК. Но тогда уже уходили в прошлое Nokia, уже все уже уходили, да, там все понимали, что уже будущее за смартфонами, да. Поэтому было понимание, что необходим какой-то смартфон. Да, через смартфоны я познакомился с различными приложениями, я понимал, что они очень сильно помогают на большом экране. Тогда было непривычно, что это большой экран, без кнопок, без ничего. Вот. И потом, конечно же, быстро пришла идея в голову, что почему я не могу посмотреть всю сетку АЗС на своем смартфоне. Вот. И так как я не понимал в тот момент, кто это может сделать, что за люди, какие и так далее, допустим, и времени не было даже изучать этот рынок и это направление. Так получилось, что к нам обратилась компания с коммерческим предложением по параллельному направлению совершенно, да, там мы когда с ними общались, случайно я узнал, что они как раз вот только начали, то есть тоже начали разрабатывать мобильные приложения там для iPhone и для Android. И то есть, как бы, я говорю, а неужели вы сможете и нам тоже сделать, помочь? Они сказали, а какая у вас идея? То есть, я им примерно сказал идею, они сказали, довольно-таки интересная идея, давайте обсудим дальше. Да, и вот мы начали с ними общаться, я им начал все рассказывать. Когда я начал рассказывать это все нашему руководству, никто ничего не понимал, говорит, мы не понимаем, все. Вот. Но так как в нашем бюджете нашего отдела были заложены денежные средства соответствующие, то я подсунул бумагу руководителя, он там... В хорошем смысле подсунул? В хорошем смысле слова, да. Он, соответственно, подписал, и мы оплатили 50% предоплаты, и я уже с того времени, в течение, наверное, 2 месяцев был завсегдатаем офиса этих ребят. Вот, мы с ними каждую деталь, каждый момент, каждый, можно сказать, процесс описывали, смотрели, как это все, к чему это все ведет. Вот. Там же как раз я понял, как это все более-менее работает, как работают вот эти вот разработчики, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. Сколько лет работала эта программа? Эта программа, как она работала? Соответственно, она у нас именно первоначальное приложение сети АЗС Татнефть, именно той версии, она проработала, насколько я помню, где-то года 3-4. Может быть, даже 5, но первые 3 года она была актуальной. Вот, а потом я уволился. Потом, да, у тебя интересы поменялись, я так понимаю, я и ты уволился, немножко подзабил, естественно, потому что мы переключаемся всегда на что-то новое, и вот то, что старое, надо это или поддерживать постоянно, и опять-таки свою часть своих сил и ресурсов туда
там оставлять? Не, ну я Либо уже дальше идти, Ну, либо я- искать инвесторов. Нет, Надо было тебе продать на тот Яндексу. момент, на тот момент, почему владельцем приложения была Татнефть, Мгм. вот, конечно же, да, там, то есть они же выделили деньги, соответственно, мы должны были Но указать, что фамилия Татнефть. твоя там была в этой программе. Нет, там не было Не фамилии. твоя, что ли? Ты Нет, же вроде там- говорил, там открываешь. Не, у меня это другое приложение. Пизжу. Типа, Это мы вырежем. Потом, получается, я потом только понял, как на самом деле надо было развивать проект приложений. И я до сих пор вижу, что одна и та же ошибка, в принципе, у многих владельцев приложений, потому что это имиджевый проект, но этот имиджевый проект, он высасывает очень много денег из компаний. Поэтому как бы, я понимаю сейчас только, как надо было тогда поступить, но мы так не поступили. В итоге я по своим причинам ушел из Татнефти на тот момент, вот, а приложение благополучно перестало обновляться, вот, и многие люди начали писать соответствующие комментарии. Вот, в последующем его как бы, приложение удалили и, по-моему, восстановили, ну, новое приложение создали, не соврать, там, может быть, в районе где-то 19-го, 18 года. Ну, наверное, где-то так, по-моему. Я особо не следил, но я, по-моему, где-то в это время. Ну да, у тебя вектор интересов поменялся, ты вот начал заниматься организацией спортивных соревнований. Да, Расскажи об этом. Опять же, работая в Татнефти, я организовал внутри компании футбольную команду. То есть ты не сидел просто так на месте, я вот подчеркнул Да. этот момент, да, потому что Татнефти, мы все такие вот работники, я и сам бывший работник Татнефти, которые работают по одному вектору, шаг влево, шаг вправо нет, потому что у тебя, во-первых, это лишняя трата ресурсов, и непонятно, где выстрелит. А ты очень такой амбициозный человек в хорошем смысле слова, и всегда искал какие-то новые возможности развития, как для себя, так и для компании. Но там же видишь, как еще получилось. То, что, во-первых, я знал, куда, как обратиться, кому правильные письма написать, служебные записочки. Соответственно, все было отработано четко, по правилам. По той старой схеме. Да, и люди не смогли, ну, как сказать, отказать нам. Поэтому у меня получилось так, что я не просто с первого раза получилось протащить участие нашей корпоративной команды в турнире в Москве, да, там среди других компаний. Вот, но мы еще и выпросили себе и форму, и у нас, по-моему, и спортивные костюмы у нас отдельные были, да, там с логотипами Татнефти. То есть, как бы все было прям сделано четко. Да, я помню эти фотографии, кстати, если Роберт мне с ними поделится, я их обязательно выставлю, вы их будете смотреть во время интервью. Так вот, получив опыт организации именно и команды, и посмотрев, как организовывают турниры в Москве, после этого я решил вернуться в Татарстан и организовать подобную кампанию непосредственно в Казани. Потому что в Казани таких соревнований никто не проводил. То есть все проводилось на уровне любительских спортивных мини-футбольных лиг. То есть там уже прям четко по правилам мини-футбола, то есть так далее. То есть, но не в такой концепции, которая проводилась в Москве. Соответственно, начал именно организовывать уже подобные соревнования среди крупных предприятий Казани, в дальнейшем уже и среди крупных предприятий Татарстана уже. Да, это интересный, Роберт, шаг твой. И вот скажи, как он привел к фаворит спорту? Дело в том, что когда мы начали организовывать турниры, мы, соответственно, поняли, что нам нужен некий собственный сайт, чтобы освещать. То есть это был 2014 год. И, развитие да, вот этой вот. Да. Люди, конечно же, хотели смотреть себя на сайте, смотреть свою статистику, да, там. То есть это должен быть собственный сайт. Соответственно, не какие-то агрегаторы. Тогда еще агрегаторов-то, по-моему, и не было даже. Не соврать. Ну, может, и были, но мы ими не пользовались. Соответственно, мы сразу нацелились на собственный сайт. Но в процессе создания сайта мы поняли, что мы уже придумали что-то, нечто большее. То есть мы придумали... Искали медь, нашли золото. Да, искали бриллиант, искали золото, нашли бриллиант. То есть мы поняли, что мы как раз вот можем и создать некий такой собственный агрегатор, где любой желающий может создать собственный турнир, там, неважно, по футболу, волейболу, хоккею, там, баскетболу, да.
И как раз нам пришла вот такая идея «Фаворит спорт». Такое, это некая автоматизированная система, да, там для того, чтобы люди, любой человек совершенно бесплатно мог там размещать свои соревнования, следить за статистикой, загружать фотографии, видео. И самое главное, это была как раз вот турнирная таблица, ну, там все автоматически подсчитывалось, и можно было вести уже счет, там все онлайн. На тот момент это была довольно-таки интересная идея. И под эту идею мы подали заявку в венчурный фонд Татарстана, инвестиционный венчурный фонд Татарстана, и привлекли на тот момент 2 миллиона рублей. То есть неплохо. на, как говорится, доделывание самого сайта и на его развитие. Также у нас была потом встреча даже с президентом Татарстана во время... Мы попали в 50 лучших инновационных идей Татарстана. Как раз вот не помню, не в 2014, а в 2015 году, по-моему. И нас как бы протолкнули через протокол обхода идей, вот эти вот как раз президентом тогда Татарстана, да, и нас тогда рекомендовали для работы именно с Министерством спорта. Вот, и молодежи Татарстана, там, Министерство спорта и туризма, что ли, это как так называлось. Вот, но, к сожалению, там идею не совсем поняли. Видимо, она опережала их видение на развитие, да, там, и не нашлись там люди, которые бы смогли, как говорится, работать с нами в симбиозе, да, там, и довести данный продукт до финала. Да, не до финала даже, а мы хотели это довести до каждой школы, до каждого университета, потому что идея была у нас такая вначале, что мы это хотим, чтобы этот продукт чисто был в Татарстане, да, чтобы потом уже обкатать его и распространять на всю Россию. Да. А я напомню, что в 2014 году, 2015 году таких вещей, как агрегаторы, было очень мало, мне кажется. Я вообще не помню. Не было всяких там Сбермаркетов, Яндекс.Еды, вот там, где все находятся, все там кафе. Ну, я уж на примере говорю, кафе, ресторанов. То есть не было такого. Вы тоже какой-то такой крупный продукт, достаточно крупный продукт придумали. Просто вот дальше нужно было, да, кому-то, видимо, подхватить какой-то крупному инвестору. И уже дальше вас подталкивать, кидать дровишек к вам. Но здесь немножко другое, наверное, было. Здесь нам уже не инвестор нам нужен был, нам нужны были клиенты. Те, кто будут уже на постоянной основе вести вот эти все турниры. Поэтому мы через венчурный фонд, инвестиционный венчурный фонд Татарстана, да, как раз вот и хотели, чтобы этим таким крупным клиентом был Министерство спорта. Чтобы через Министерство спорта этот продукт спустили до школ и для университетов. Поэтому как бы вот оттуда мы планировали клиентов, как бы, потому что искать отдельного спонсора, которому рассказать, чтобы нам нужна реклама, как бы, и так далее, такой долгий путь. Если у нас есть уже прямой путь через президента, ну как бы, но не случилось, не получилось, как бы мы немножко помыкались, да, там. И перешли в 2016 год, где ты занялся, где ты вошел в сферу, как это сказать-то сейчас? Делового туризма, наверное. Да, так, да, называется? Да, деловой туризм. В сферу делового туризма, то есть, так скажем, да, где корпоративные клиенты могут по всей России снимать себе жилье, крупные компании задействованы, и это все работало в офлайн. Пока еще. Дальше режиме. Да, в офлайн режиме. Вот расскажи немножко об этом. Как ты туда попал? Почему такие вот интересные, вот заметьте, да, интересные направления? Они абсолютно вроде разные, но все перекликаются. Как перекликаются? Сделайте выводы и напишите в комментариях. На самом деле тут все довольно-таки просто. Я и в Татнефти работал с корпоративными клиентами, когда я потом работал параллельно, ну не параллельно уже, когда я работал в корпоративном спорте, да, там у нас там тоже были корпоративные клиенты, соответственно, вот этот накопленный опыт работы с юридическими лицами, с привлечением их, как их привлекать, как, допустим, разговаривать, какой маркетинг настраивать, да, там и так далее, соответственно, это все как бы мне понадобилось и для работы
как раз в сфере делового туризма, где я был как руководитель направления, там у нас был отдел развития, то есть я был руководителем отдела развития, соответственно, мы как раз занимались привлечением таких вот крупных клиентов, потому что там уже все было, как говорится, налажено в плане сопровождения сделок. Вот. И нужно было как раз вот уже это все масштабировать, такую систему, да, там. Поэтому как бы вот как раз я пришел, мы довольно-таки большое количество юридических лиц подключили. Вот. Ну, там есть свои нюансы и особенности. Роберт, скажи в 2 словах вообще, о чем мы говорим, потому что, мне кажется, не все из зрителей понимают направление. Чем занималась вот именно компания? Потому что я тоже очень смутно сказал сейчас. Нет, компания занималась тем, что привлекала юридические лица, то есть заключали договора с юрлицами, вот, на предмет размещения их сотрудников в различных городах, населенных пунктах, неважно, это поселки, деревни, города-миллионники или просто небольшие городки, да, там в разных частях России, вот, преимущественно по съемным квартирам. То есть таким образом они экономили на проживании своих сотрудников довольно-таки большие бюджеты. То есть и эта услуга до сих пор она востребована, и среди многих компаний она продолжает пользоваться популярностью. Давай перейдем тогда в 2017 год. Что было в этом году? Напомни. Вот. Так как я до этого, да, там вот работая в деловом туризме, я, вот, с одной стороны, я привлек довольно-таки неплохое количество юридических лиц, то есть мы подписали договор, но так как у каждого юрлица имеются только какие-то свои либо направления, либо они не часто ездят, либо ну, там какая-то периодичность такая, ну, не такая высокая периодичность в проживании, да, там. Мне кажется, водная, да? Вот, вот им не так много надо было размещаться, да, допустим, и поэтому как бы вот вроде ты привлек клиентов, да, а по факту такое ощущение, что результата нет. И то есть как бы вот, а я люблю всегда работать на результат, чтобы что-то менялось. И поэтому как-то вот мне не так совсем это все устраивало, поэтому мы там договорились, я, получается, год проработал, и потом снова начал заниматься стартапами, получается. И мы с моим другом из Москвы, получается, вместе начали разрабатывать мобильное приложение по заправки автомобиля, получается, на АЗС онлайн. То есть, получается, заправка, не выходя из автомобиля. Сейчас, если кто-то это слышит, да, там все прекрасно понимают, что есть такие Яндекс.Заправки, уже и многие сети АЗС уже подключили такую функцию. Но на тот момент такого не было, получается. Да, в 2017 году такого не было. И, как я потом уже узнал, мы параллельно с Яндексом, оказывается, разрабатывали одно и то же. Только пока мы разрабатывали, делали, там у нас программисты все делали, Яндекс уже запустили, первое приложение Яндекс.Заправки запустили, вот, и начали полностью тестировать систему на АЗС Лукойл, я помню. А мы тогда еще как бы только-только запускались, поэтому... Масштабы просто разные были. Поэтому да. Яндекс, если ты смотришь это видео, обращайся к Роберту, он вам что-нибудь новое придумает. Вот, и когда мы уже поняли, что, ну, то есть смысла уже нет дальше разрабатывать систему, потому что АЗС уже поняли, что тут идет Яндекс. Вот, и потом мы, когда начали приходить к АЗС-кам, чтобы они нас проинтегрировали, да, там, ну, это уже такие технические термины, да, то они уже совсем неохотно соглашались, либо нам указывали на большие ценники для проведения данной интеграции. Поэтому, как бы, мы, опять же, год проработали, почти 1,5 года, наверное, и в итоге пришлось закрыть проект. Но в целом, как бы, вообще это... для многих стартапов, наверное, ну, все, кто занимается стартапами, это как бы это на самом деле обычная история, что вы думаете о том, что вы что-то придумали новое, а на самом деле параллельно над этим могут уже трудиться разные люди.
И К этому тут, надо быть да, готовым. к этому надо быть готовым. Да, Вот. и надо быть готовым к тому, что крупная какая-то компания легко, может быть, как акула, вот так сожрет твою идею, блин. И это обидно, с одной стороны, досадно, но такова жизнь. Ну, как бы мы же никому не рассказывали идею, а кто-то ее параллельно Да. придумывал. То есть гениальные идеи, оказывается, придумываются не только одним Робертом, бывает и такое, но в основном одним Робертом. Поэтому Яндекс, пишите, вот он точно придумает вам что-нибудь новое. Давай переходим плавно в 2019 год, наверное, уже. Ну, Ты о нем смотри, что в хотел 2019 году что произошло? У меня товарищ тоже айтишник, да, Руслан. Мы с ним долго вообще по разным проектам в свое время пересекались. И в один прекрасный момент он говорит, ну давай что-то такое прям придумаем, есть возможность подключить очень крутых инвесторов, Мгм. если придумаем что-то очень интересное. Я говорю, ну раз у меня есть большой опыт в топливном бизнесе, я говорю, ну давай мы дальше доведем эту идею, может быть, до ума. И тогда вот только-только разворачивалась история с платежными QR-кодами. И мы тогда придумали, что можно QR-кодами заменить как раз вот такие топливные карты для юридических лиц. Мгм. Вот, и мы тоже придумали бизнес-план, придумали концепцию, разработали презентацию для инвесторов, получается, разработали дизайн. И все это презентовали очень такому серьезному, влиятельному инвестору. Фамилии таких нельзя называть. Вот. И в итоге как бы нам дали предварительное добро, но как только мы разработаем прототип. Мгм. С какой проблемой вы столкнулись? Сразу вопрос. Здесь мы столкнулись только с проблемой финансирования. А, Потому что у нас как бы все уже было готово, мы все уже доделывали. И в конце 2021 года, кстати, мы ее дальше уже, ну все, она уже была, все готово. Нам как бы нужны были только деньги на маркетинг. мгм. Вот. И так как инвестор нам говорил, все, как бы мы на MVP потратили свои деньги. Мгм. То есть даже я привлек, кстати, деньги у брата, когда я ему рассказал эту идею, он там говорит, блин, вообще крутая идея, давайте я вам дам за долю в компании, как бы, да, мы это все прописали. Вот, но конец 2021 года плавно перетек в начало 2022 года, Мгм. а в 2022 году, Наверное, лучше не будем это мы. Да. Я в прошлый раз об этом думал. Да. Вот там еще такое время было смутное. Вот эта пандемия началась, вот это все, да. И мне кажется, тоже какие-то отпечатки откладывались на выделение денег, возможно, на какие-то контакты определенные. Ну, все сидели дома, было сложно. И вот давай тогда постепенно, раз мы уже нашли проблему, перейдем в 2021 год. Там была программа для чаевых. да. Ты о ней в прошлый раз, когда мы готовились и разговаривали, не упомянул, но я знаю о ней. Расскажи о ней. Вот, параллельно тому, что мы разрабатывали, да, пришла идея по чаевым. То есть меня вообще меня позвали в проект один, как раз они хотели разработать, тоже они говорят, давай, вот ты как проект-менеджер, как бы, вот нам, как бы, вот мы хотим разработать стартап по чаевым, да, как бы, но честно, как бы, по мне, так команда была сомнительной. Мгм. Вот, ребята, как бы, ну, там такое ощущение, что было, каждый пытался как будто бы чуть-чуть на себя немножко оттянуть. Одеяло. Вот, да, и общей концепции понимания того, как должно было бы выглядеть там сервис, продукт. приложение, да, как бы общего не было. И в итоге очень сильно все затягивалось, как бы мне это не очень понравилось. В итоге я решил как бы самостоятельно сделать это приложение отдельно от всех. Мгм. Потому что как бы на самом деле идея была не нова, то есть было на тот момент уже порядка, по-моему, не знаю, там 5-7 конкурентов, где-то так вот. Ну, честно, ну, не могу вспомнить, но все они работали каждый в своем городе. Мгм. То есть там отдельно Мгм. каждый там по-своему работал, как бы. И я подумал, почему бы и нам по Казани не сделать. Мгм. Тоже, ну, такая довольно-таки легкая программка. Вот. И
Как раз вот занялся такой, я занялся именно приложением. То есть ребята, если хотели, они именно только онлайн-сервис, а я хотел приложение. Потому что, ну, через приложение как бы намного, оно более функциональным, более интересным и всегда с тобой. Мгм. То есть не надо там открывать там мобильную версию приложения или там еще что-то. Вот, поэтому как бы его разработали, подключили, мы как раз систему приема платежей подключили. Больше всех на самом деле возили с ней. То есть разработали приложение быстро, а с подключением эквайринга, там просто такой эквайринг нужен был, прямой и обратный эквайринг, да, там, ну, Да, это вот, уже поэтому как бы там подробности. порядка месяца 3-4 мы вот просто подключением занимались, это, ну, вообще, вот. Потом мы даже по Казани несколько заведений подключили, то есть как бы, но все-таки пришел федеральный оператор, опять же, да, возвращаясь к теме этого Крупных Яндекса, да. Когда люди занимаются стартапами, они должны понимать, что как бы у тебя, понимаешь, Сталкиваешься с кучей разных количество вот препятствий. стартапов, доведенных до конца, их на самом деле очень маленький процент. Поэтому они и стартапы. Потому что у тебя, допустим, было там 100 стартапов, стартанули, и по факту дойдут 2, 1-2 вообще дойдут, 3 максимум. Мгм. Понимаешь, процент небольшой. И поэтому, как бы, ну вот, мы же не опускали руки, как бы, да, не получилось, дальше пошли, не получилось, Да. дальше пошли. И дальше пошли в 2022 год, где ты организовал один из самых крупных турниров. Расскажи об Но этом. не совсем как бы я, да, там, да, отдать должное все-таки тоже. У меня мы еще с двумя друзьями, футболистами организовали турнир. То есть мы, соответственно, втроем, да, организовали такой довольно-таки крупный турнир для Казани. В Казани, честно, вот я полистал, я нигде не нашел, чтобы был какой-нибудь турнир подобный, крупнее того, что мы провели. У нас за один день мы провели турнир среди 40 команд любительских, вот, среди которых, конечно же, были и корпоративные команды. Вот, и не соврать, по-моему, где-то с 10 разных регионов. То есть это, с Татарстана у нас было, по-моему, только там вот Альметьевск, Мензелинск, Казань и Челны. То есть вот, то есть там буквально вот так вот. Остальные все были приезжие, там Самара, из Перми были даже, то есть там из других городов, регионов. То есть это был довольно-таки очень крупный турнир. Назывался Казан Фест. Если кто хочет, можете поискать. Да, прогуглите, может, да, фоточки погуглите, здесь выложим. Да. Поэтому как бы там у нас даже есть отчетный видеоролик, то есть он довольно очень классный турнир произошел. То есть мы дальше думали, что вот это все, будем как-то поставим на какие-то коммерческие рельсы. Вот. Но в 23-м году, повторяю, да? Но в 23-м году ты влился в такой крупномасштабный проект, как я считаю, он уже охватывает всю Россию. Он называется «Везде как дома». Да. Расскажи о нем. Соответственно, мы начали разрабатывать полностью автоматизированную систему, как раз для размещения сотрудников, командированных, туристов, то есть вообще любых там гостей, да, там по квартирам, гостиницам, там гостевым домам по всей России. Ссылку, кстати, оставлю в описании. Обязательно залетайте туда. Там есть мой голос в инструкции. Вот, получается, как раз это довольно-таки интересная система в то время, когда от нас ушли различные крупные агрегаторы, такие как Booking, Airbnb, там, да, там еще какие-то ушли. Вот, поэтому мы, соответственно, подумали, что надо создать отечественный продукт, вот, со своими фичами отдельными, да, там, поэтому который будет лучше, интереснее, там какие-то новые фишки по документам. Я знаю, что там очень все продумано. То есть все предназначено для удобства людей, тех, которые заезжают, и те, которые хотят подзаработать денег и пустить к себе по всей России людей командированных. Это все документально, все
как юридически все это оформлено, поэтому очень достойная мысль, достойная идея, достойный продукт и хорошая платформа. Вот как раз на сегодняшний день мы завершаем полностью все тестовые бронирования, тестовые платежи, бронирование, там и все остальные работы, да, там он может быть где-то немного там, может быть что-то чуть-чуть там поплывет, но это мелкие совершенно там микробаги, вот, поэтому где-то, скорее всего, с июля-августа уже будем активно рекламировать продукт и уже более, как говорится, смело, что ли, выходить на рынок. Да, смело о нем говорить. Но вот как ты сказал, всякие микробаги и так далее, мне кажется, это нормально для нового продукта, тем более такого сложного в организации. Это люди, может, которые со стороны недопонимают. Те, которые занимаются этим, и те, которые хотя бы близко к онлайн-агрегаторам, там, программам, платформам различным крупным, они понимают, как это сложно, как это все сложно поставить на рельсы, настроить и сделать так, чтобы каждый клиент, который зашел на сайт, остался довольным. Совершенно верно. Роберт, в конце нашего интервью хочется спросить тебя такой важный вопрос, послушав тебя, да, все твои интересные этапы. Каждый год он привносил что-то новое. Что ты посоветуешь людям, которые сомневаются в себе, потому что таких много, сомневаются поменять профессию, сомневаются выбрать какое-то новое направление? Ты человек, который каждый год менял разные направления, можно сказать так, потому что они, да, перекликаются, но они довольно-таки разные. Что ты посоветуешь таким неуверенным людям? Как ты их смотивируешь? Будьте увереннее. Это легко сказать. Да. Да. Но тяжело сказать с самого начала, потому что мы же все разные люди. Нужно таким родиться? Да, и как бы, может быть, таким, как я, допустим, им будет легко менять направление, да, там, деятельности. Потому что мы же не просто меняем направление, да, там, мы же еще и ищем по факту себя, ищем по факту то направление, которое нам бы больше всего нравилось, и нравилось бы в этом направлении работать, да? Поэтому... Ищите себя, товарищи. Да, то есть как вариант, это надо всегда смотреть, наверное, и, может быть, прислушиваться к внутреннему какому-то голосу, пытаться что-то изменить, поменять себе. Именно не обязательно же надо работу менять. Может, надо подойти к начальнику и попросить зарплату повысить, да? То есть, что для вас важно, всегда определять, что важнее. Для кого-то важно обязательно зарплата. И ему без разницы, на какой работе работать. То есть, ему не важно, он там готов... Он скажет ему, вот он сейчас в Татнефти зарабатывает, там, к примеру, 100 тысяч, да? А ему скажут, иди разгружай вагон и будешь зарабатывать 200 тысяч. Он пойдет и будет разгружать, потому что там 200 тысяч. А кто-то говорит, ого, Татнефть. Лучше я тут, да, лучше я покажу в пиджачке за 100 тысяч. У меня на визитке логотип Татнефти, я буду всегда здесь работать. Поэтому... Люди разные, разные Да, ценности. люди разные, надо всегда прислушиваться к тому, что вы хотите в первую очередь. Вы сами что хотите? То есть вы хотите больше денег, вы хотите стабильную заработную плату, да, там соцпакет, да, там славы, уважения, уважение, да, коллег. Да, там хотите, чтобы вас, да, действительно узнавали, хотите власть, да, допустим. Вывод такой, что нужно прислушиваться к себе, нужно обязательно, как я считаю, мотивировать себя. Самому, если самому себе не получается, ищите окружение, которое вас будет мотивировать, которое вас будет наталкивать на какие-то новые идеи, на новые шаги в реализации, будут подсказывать, от души будут подсказывать, не требуя от этого что-то взамен даже. Просто вас будут немножко подталкивать, потому что часто этого не хватает. Но, чтобы вас подтолкнуть, у вас должны быть какие-то умения. Поэтому развивайте умения, развивайте себя, развивайте свое окружение. И нам было приятно, что вы провели это время с нами. Я надеюсь, вам видео понравилось. Я надеюсь, рассказ Роберта вас как-то вдохновит, взбодрит. И давайте встретимся, например, через неделю
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо Роберту. Пока-пока.